После того, как вышивка окончена, собираем заколочку. Из материалов вам понадобится фетр, мягкий, у меня молочного оттенка. По размеру металлической основы я вырезаю еще дополнительно 2 детали из фетра. Одна из них будет внутри, а другая снаружи, задником. Внутреннюю я приклеиваю прозрачным клеем. У меня момент кристалл. После этого я снова перехожу к основной части, беру обычные швейные нитки в тон и буду присборивать основную деталь ткани, чтобы натянуть ее на металлическую основу. Для этого простым стежком вперед иголку я делаю по кругу стежки, немного отступив от внешнего контура. Для разметки я использовала термостержень, который потом удалится с помощью утюга либо фена. И на этом этапе, как видите, не стоит удалять еще разметку, потому что будет удобно отцентровать вышивку на заколочке. Закройте металлическую основу и вложите с внутренней стороны. Начинаю потихоньку стягивать нить, расправляя при этом края. Поворачивайте, смотрите, где находится вышивка. После того, как вас все устроит, откройте металлическую основу и начинайте стягивать уже вместе с металлической основой от центра к зауженной части. Я это делаю простым стежком. После того, как вы дойдете до самого кончика, сделайте там 2-3 стежка и обрежьте лишнюю ткань. Это нужно для того, чтобы потом аккуратно пришился задник фетровый и не было никакого наслоения в этом месте. После того, как вы отрезали, сделайте еще пару стежков и начинайте подниматься обратно вверх, к центральной части. Я продолжаю делать стежки до того места, где заколочка раздваивается. Делаю последний стежок близко к основанию и перехожу наверх. Точно так же стягивая правую и левую стороны длинной ткани простыми стежками. После того, как я дойду до вершины, я начинаю утяжку округлой формы заколочки. Делаю стежки в тех местах, где я вижу образуются складки. И потихоньку ее расправляю, каждый раз переворачивая и смотрю, где находится у меня вышивка, чтобы она никуда не съехала. По завершению этой части работы я делаю 2-3 закрепки и обрезаю лишнюю нить. Вот такая заколочка получается. Осталось пришить только задник. В самой фетровой детали я делаю небольшой надрез в том месте, где заколочка будет открываться. Затем продеваю ее на нашу металлическую основу, расправляю, чтобы она сидела ровно. И, не закрывая металлической основы, буду пришивать задник к основной части. Я пришиваю обычной швейной ниткой в тон. Сначала делаю у вершины заколочки центральный стежок. И с помощью бельевого или обметочного шва буду закрывать края. Для того, чтобы он выглядел аккуратно, нужно делать равноудаленные стежки. У меня где-то примерно 5 мм.
После того, как вы закончите, закрепите нить. Я закрепляю под первым стежком и потом увожу иголочку в центральную часть задника. В одну сторону, в другую и обрезаю. Вот такая заколочка у меня получилась. Проект довольно простой и незатратный по времени. На одну заколочку у вас уйдет не больше часа. Приятного творчества! Gets me almost every time in the midst of summer, watching it in full bloom always makes me wonder when we